Всем привет! Вы на канале Моток Декор. В данном видеоуроке я хотела бы рассказать, как же связать коврик из шестиугольников. Я расскажу, как мы будем делать сами шестиугольники, расскажу, как мы будем делать сшивание наших деталей. Для создания коврика я буду использовать полиэфирный шнур 3 мм и вязать крючком номер 4. Также из инструментов мне понадобится ножницы, иголка с большим ушком и зажигалка. В принципе, вязать данный коврик можно из любого материала, будь то шнур 5 мм или, например, трикотажная пряжа. Смотрите, какой вам больше подходит материал. Желаю всем идеальных ковриков и давайте приступать. Вязание нашего коврика мы начнем с того, что свяжем нужное количество шестиугольников, которые будем потом сшивать. Эти шестиугольники могут быть разных размеров, маленькие, побольше, можно совсем большие сделать. Делать их необходимо одинакового размера, для того, чтобы было удобно потом сшивать. Итак, вязание мы будем с вами начинать сейчас с волшебного кольца, в которое будем провязывать столбики с одним накидом. Начало ряда у нас будет с вами вот здесь, с одиночного столбика начинаться. Он будет состоять из обычных воздушных петелек. И далее у нас будут идти 2 воздушные петли для формирования угла. Далее будем провязывать опять 2 столбика с одним накидом. Далее опять делать 2 воздушные петли для формирования угла. И далее так и будем повторять: 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика с одним накидом и 2 воздушные петли. Итак, у нас таких пар будет всего 6, то есть мы должны будем с вами связать 12 столбиков с одним накидом и сделать, соответственно, по 2 петельки воздушные между ними. Итак, предлагаю приступать. Итак, мы сейчас делаем с вами вначале волшебное кольцо. Для этого мы с вами берем ниточку, кладем ее на пальцы, кончик при этом у нас сверху. Вот эту рабочую ниточку мы придерживаем остальными пальцами и крючком ныряем под первую ниточку, хватаем нашу рабочую нить, вытягиваем ее наверх, и у нас получается здесь такая петелька. Теперь заново мы хватаем рабочую нить и протягиваем эту рабочую нить через эту петельку. Так у нас получилось с вами кольцо с фиксированной петлей, чтобы наше кольцо не распадалось. Получается, теперь у нас связана с вами одна петелька. И делаем еще 2 воздушные петли. Накидываем, получается, ниточку на крючок и протаскиваем через петлю на крючке и еще одну такую. То есть у нас всего получилось с вами сейчас 1, 2, 3 петельки. Это своеобразный наш первый столбик. Далее нам необходимо сделать 2 петли еще воздушные, для того, чтобы у нас сформировался угол. Вот что у нас получилось. И теперь мы начинаем вязать наши столбики с одним накидом для первого ряда. Делаем накид, ныряем в волшебное кольцо. Кончик тоже у нас получается здесь. Мы его обвязываем, ныряем, вытаскиваем ниточку, хватаем заново рабочую нить, провязываем 2 петельки. И хватаем заново рабочую нить, провязываем еще 2 петельки. Так мы связали с вами первый столбик с одним накидом. Далее делаем 5 накид, ныряем в кольцо, хватаем рабочую нить и провязываем, получается, еще один столбик с одним накидом, то есть провязали 2 петельки, хватаем заново рабочую нить и провязываем еще 2 петельки. Вот получилось у нас с вами 2 столбика. Далее делаем с вами одну воздушную петельку и вторую воздушную петельку. Это у нас для формирования нашего угла. Далее делаем опять накид, ныряем в кольцо, вытягиваем ниточку, хватаем заново рабочую нить, протаскиваем ее через 2 петельки и хватаем заново рабочую нить, протаскиваем еще через 2. Вот получился у нас еще один столбик с одним накидом и вяжем ему пару. Еще один столбик с одним накидом. То есть вот такие пары у нас получается. И далее 2 воздушные петельки, опять пара столбиков и делаем опять 2 воздушные петельки. Далее опять делаем накид, ныряем, провязываем 1 столбик с накидом и сразу же делаем накид, ныряем, провязываем еще 1 столбик с накидом.
Так, у нас получилась еще одна пара столбиков с одним накидом. Делаем дальше опять 2 воздушные петельки и делаем следующую пару. Делаем накид, ныряем в кольцо, провязываем один столбик с одним накидом и сразу же провязываем второй столбик с одним накидом. Можно немножко подтянуть уже кончик, уменьшив наше колечко. Итак, у нас получается, сейчас мы провязали с вами парных 1, 2, 3, 4. Далее делаем опять 2 воздушные петельки, провязываем пятую нашу пару, делаем один столбик с накидом и еще один столбик с накидом. Получается у нас 1, 2, 3, 4, 5 пар образовалось. Теперь делаем с вами 2 петельки воздушные и провязываем еще один столбик с одним накидом. Провязываем. И получается, сейчас мы провязали один столбик, и он получается парой к вот этому первому столбику, который у нас состоял из воздушных петель. Теперь мы подтягиваем за кончик, аккуратно формируем красивое отверстие. И сейчас мы будем делать с вами соединение нашего первого ряда. А для этого мы вытягиваем с вами петельку, которая была нашей последней петлей, и будем делать соединение. Итак, смотрим. Значит, наш первый столбик, у него есть 1, 2, 3 петельки, он состоит из них, и дальше шли наши воздушные петли. И вот которая 4-я петелька по счету снизу, то есть 1, 2, 3, 4, мы залезаем крючком с изнаночной стороны под эту 4-ю петлю, прям под одну и вторую, то есть под обе дужки косички. Теперь берем нашу петельку длинную, набрасываем на крючок и утягиваем эту петлю на изнанку. Подтягиваем. Вот у нас получилось, наша петелька ушла назад. И теперь все наше полотно ныряет в эту большую петлю. Прям вдеваем в нее и убираем кончик, чтобы нам не мешался. И начинаем затягивать нашу петельку. Мы тянем за рабочую нить, и уменьшается при этом петля. Подзатягиваем, уменьшаем ее до самого конца, и теперь до конца утягиваем рабочую нить. Вот такое соединение у нас с вами произошло. То есть мы связали с вами первый ряд. Вот уже видно, как сформированы наши уголки. И теперь мы переходим к вязанию следующего ряда. В следующем ряду у нас получается в каждом ряду увеличивается количество столбиков с одним накидом. То есть здесь у нас было 2, здесь будет 4, в следующем ряду 6 и так далее. То есть увеличение идет на 2 столбика в каждом ряду между нашими углами. Итак, получается, сейчас мы с вами будем провязывать столбик, ныряя сразу в арку, которая у нас образовалась. Мы делаем с вами накид, ныряем прям в арку, хватаем рабочую нить, вытягиваем, хватаем заново рабочую нить, провязываем, получается 2 петельки и делаем еще одну петлю. Таким образом у нас получился с вами столбик с одним накидом, самый первый. Теперь мы делаем с вами опять 2 петельки воздушные для формирования угла и переходим к вязанию уже следующей грани. Делаем, получается, с вами накид, ныряем опять в арку, вытягиваем петельку, провязываем 2 петли и далее еще 2 петли. Вот получился еще один столбик с одним накидом. И получается, на этой грани у нас должно получиться 4 сейчас столбика. То есть первый мы провязали, теперь делаем опять накид, ныряем теперь уже под обе дужки косичек наших столбиков, которые были у нас в предыдущем ряду. То есть делаем накид и ныряем прям под первую косичку,
после арки. Провязываем, получается, 1 столбик. Всего у нас уже 2 получилось на этой грани. Делаем опять накид, провязываем, также ныряя за обе дужки косички. Провязываем еще 1 столбик, то есть уже 3 столбика на этой грани. И получается теперь 4-й столбик мы будем нырять сразу в нашу арку из воздушных петель. Делаем накид, ныряем в арку, провязываем столбик. Вот получилось у нас с вами на этой грани теперь 4 столбика. Теперь мы делаем с вами 2 воздушные петельки для угла и переходим к вязанию следующей грани нашего шестиугольника. Делаем опять накид после воздушных петель, ныряем опять в арку, провязываем столбик с одним накидом и далее опять вяжем, ныряя под дужки косичек, делаем накид, провязываем 2 столбик, делаем накид, ныряем под обе дужки косичек, 3 столбик и 4 столбик. Опять у нас уже происходит вязание в арку. Делаем накид, ныряем в арку и провязываем 4 столбик. Вот 4 столбика у нас получилось. Делаем 2 воздушные петельки и переходим к следующим. Опять первый у нас столбик ныряет в арку, где уже был столбик предыдущей грани, то есть ныряем сюда же. Делаем накид, провязываем 2 столбика под обе дужки косички, то есть вот первая прям косичка идет после нашей арки, ныряем прям под обе дужки, провязываем 2 столбик, далее опять под обе дужки косичек ныряем, провязываем 3 столбик и 4 столбик у нас провязывается опять в арку. Ныряем прям в арку и провязываем столбик. Вот 4 столбика мы опять провязали. Делаем 2 воздушные петли для формирования угла и переходим к следующей грани нашего шестиугольника. Опять делаем накид, провязываем первый столбик в арку, куда мы провязывали, получается, последний столбик, 4 на этой грани. Далее мы, получается, провязываем с вами столбики за 2 дужки косички, то есть вот прям первая косичка и вторая идет после нашей арки. Делаем накид, провязываем, получается, 1 столбик, делаем накид, провязываем 2 столбик, то есть всего у нас получилось 1, 2, 3, и провязываем 4 столбик на этой грани, ныряя в арку. Вот 4 столбика. Далее делаем опять 2 воздушные петли и переходим к вязанию следующей грани. Также делаем накид, первый столбик у нас провязывается в арку, 2 столбик провязывается за обе дужки косички, которые идут у нас петельки после арки, 3 столбик также провязывается за обе дужки косички столбика. И последний 4 столбик у нас провязывается в арку. Вот еще одна сторона у нас готова. Далее делаем опять 2 воздушные петельки и провязываем опять первый столбик в арку, 2 столбик провязываем сразу под 2 дужки косички, который идет после арки. Делаем накид, провязываем. Это получается наш 2 столбик. Здесь у нас получается 4 столбик у нас уже готов, потому что это был столбик, с которого мы начинали вязание нашего ряда. То есть нам необходимо сейчас провязать к ним еще 1 столбик. И получается мы ныряем с вами сейчас крючком прямо вот под эту петельку, которую мы утягивали с вами наизнанку. Делаем прям накид и ныряем под нее вот так. Хватаем рабочую нить и провязываем столбик. Вот получилось, мы закончили с вами вязать 2 ряд. А теперь мы переходим к соединению нашего ряда. Для этого мы опять с вами оттягиваем петельку, последнюю нашу,
до такого размера, чтобы все наше полотно могло в нее пролезть. Оттянули. Смотрим на наш столбик. Видим вот нашу первую петельку. Далее был наш накид. Вторая петелька. Это третья. И вот четвертая петелька. За нее мы будем сейчас с вами нырять и утягивать нашу петлю наизнанку. То есть 1, 2, 3. И вот эта четвертая петелька. Мы с изнанки ныряем крючком под одну и вторую дужку. Накидываем нашу петельку и утягиваем все это на изнанку. Подтягиваем петельку. Подтянули. Теперь все это полотно ныряет в эту петлю. Мы убираем сразу кончик и начинаем подтягивать нашу рабочую нить. Подтягиваем, при этом уменьшаем нашу петельку, которую мы с вами утягивали. Тянем еще. Уменьшаем теперь петлю рабочей нити. Подтягиваем еще побольше петельку. Утягиваем еще дальше сильнее петлю и до конца рабочую нить. Итак, вот такое соединение у нас с вами произошло. То есть здесь наша петля, а с этой стороны рабочая нить. И переходим с вами к вязанию следующего, третьего ряда. В третьем ряду мы вяжем все точно так же, только у нас теперь будет по каждой грани 6 столбиков с одним накидом. То есть опять у нас увеличение происходит на 2 столбика. Будем провязывать с вами 6 столбиков, делать 2 воздушные петельки, далее опять 6 столбиков, 2 воздушные петельки, и так по всему нашему третьему ряду. Итак, сейчас мы, получается, с вами берем нашу рабочую нить, делаем накид, ныряем под арку, вытягиваем петлю, далее хватаем рабочую нить, провязываем 2 петельки на крючке и делаем еще одну петельку подъема. Вот получился наш столбик с одним накидом. Далее делаем 2 петельки для формирования угла. Далее делаем накид, ныряем в арку и провязываем наш первый столбик с накидом на этой стороне. Далее, получается, мы будем с вами провязывать опять за обе дужки косичек, которые у нас идут от этих столбиков. И первая наша косичка, которая идет прям сразу после арки, мы делаем накид, ныряем прям в нее, провязываем столбик. Это получается наш второй столбик на этой стороне. Далее делаем накид, провязываем, ныряя под обе дужки косички, третий столбик. Далее также делаем накид, ныряем под обе дужки косичек, провязываем четвертый столбик, делаем опять накид, ныряем под обе дужки косичек, провязываем пятый столбик и последний шестой столбик, делаем накид, ныряем уже в арку и провязываем столбик. Вот получилось наши 6 столбиков на этой стороне. Далее делаем 2 петельки воздушные и переходим к вязанию следующей стороны шестиугольника. Опять делаем накид, ныряем в арку, провязали столбик. То есть первый и последний столбик из наших 6 будет провязываться в арке. То есть первый ныряет в эту арку, в которой уже был столбик предыдущей грани, и провязываем, получается, остальные столбики, и последний столбик ныряет у нас в следующую арку. Итак, сейчас мы провязываем, получается, уже за обе дужки косичек, ныряем, провязываем один столбик, провязываем второй столбик, провязываем третий столбик, провязываем четвертый столбик. То есть всего у нас их получилось 5. Первый в арку, потом 4 под обе дужки косички и последний шестой столбик провязываем опять в арку. Вот у нас получилось 6 столбиков
делаем опять 2 петельки воздушные и переходим к вязанию следующей грани. Итак, мы идем с вами до конца, провязывая каждую сторону шестиугольника, и здесь на последней грани с вами увидимся. Итак, я подхожу к вязанию последней нашей грани, провязываю, получается, первый столбик в арку, далее провязываю 4 столбика под дужки косичек. Получается, 3 из них мы провязали под дужки косичек, а 4-й столбик мы провязываем с вами, получается, здесь уже на этой последней грани за вот эту петлю соединения, то есть ныряем прямо под петельку, делаем накид, ныряем под петельку и провязываем столбик. Получается, мы с вами связали 1, 2, 3, 4, 5 столбиков, а 6-й столбик это тот, что был наш самый первый в начале ряда. Таким способом вы можете вязать шестиугольники любого нужного вам размера. То есть в следующем у нас ряду, получается, если идти на увеличение, будет плюс 2, опять же, столбика с одним накидом, то есть уже будет 8, в следующем 10, 12 и так далее, в зависимости от того, каким размером шестиугольники вам будут нужны. Я остановлюсь в варианте из 3 рядов, и сейчас покажу, как мы будем заканчивать вязание после того, как все ваши ряды будут связаны. Для этого нам сейчас с вами понадобятся ножницы и иголка с большим ушком. Получается, наша ниточка, в которой петелька выходит, мы ее сейчас обрезаем. Кончик этот для удобства можно подпалить, если он сильно крошится. Мы вытаскиваем, получается, нашу эту петельку и берем иголку с большим ушком, вставляем в нее наш кончик, и сейчас будем делать с вами петлю имитацию, петельку для соединения ряда. Итак, опять смотрим, вот наш получается столбик, который был самый первый в этом ряду. Вот у него первая петелька, дальше накид петелька, 3-я петелька, и вот в эту 4-ю петлю мы теперь будем с вами нырять только иголочкой с лицевой стороны. Ныряем также под обе дужки этой 4-й петли, утягиваем назад, и теперь наша ниточка возвращается в то же место, откуда она выходила. То есть возвращаемся иголочкой сюда же, за эту дужку косички и за вот эту перемычку. Ныряем, утягиваем, подтягиваем, получается, нашу петельку. Сильно только не затягивайте, чтобы наша вот эта косичка, которая сейчас у нас имитирует петельку, чтобы она была одинакового размера, как и эти косички, которые у нас на других столбиках. Теперь мы разворачиваем наше полотно и этот кончик просто прячем сюда под ножки столбиков. Аккуратно, получается, ныряем с вами прям вот под ножки столбиков. Только смотрите, чтобы петелька сильно вот эта не затягивалась. То есть аккуратненько. И далее также под следующие ножки столбиков просто прячем наш кончик. Смотрите, куда вам будет более удобно. И контролируйте, чтобы вот эта петелька, которую мы имитировали, она у нас не затянулась сильно, а была такой же петелькой, как и остальные. И все, теперь получается кончик этот отрезаем, он нам больше не нужен. И также теперь с этим кончиком, который у нас был в центре, мы сейчас берем с вами также иголочку, вставляем этот кончик в иглу и начинаем с вами нырять также под вот эти ножки столбиков нашего первого ряда. Прям ныряем. Таким образом мы с вами прячем кончик и заодно еще немного подтягиваем наше колечко. И все. И теперь лишнее, получается, просто отрезаем. И можно также подпалить немножко кончик здесь, чтобы он никуда у нас не вылезал.
Получается, таким образом мы с вами связали наш шестиугольник. То есть ваш размер может быть немножко другим, он может быть чуть больше, например, или вообще состоять, например, из 2 рядов. То есть смотрите, какой размер подходит больше для вашего коврика. Я для образца свяжу еще пару небольших таких же многоугольников и покажу вам, как мы будем сшивать данные части для того, чтобы сделать наш коврик. Так что вяжите самостоятельно дальше нужное вам количество шестиугольников, и там мы с вами встретимся и будем делать соединение наших частей. Итак, я связала свои шестигранники, и теперь хочу вам показать, как делать соединение таких деталей. Старайтесь, конечно, при вязании шестиугольников, чтобы они у вас были одинакового размера, и чтобы все части, все, получается, стороны каждой детали были у вас равны. Итак, когда мы связали, получается, с вами все наши нужные шестиугольники, я сейчас вам покажу, как мы будем сшивать детали, которые одинакового цвета. Вдруг у вас будет коврик состоять из многоугольников, но все они будут, например, одинакового цвета. То есть 2 способа, как их сшить с помощью крючка. Достаточно простые способы. Вот. Единственное, что их будет на лице немножко видно. Для этого нам сейчас понадобится с вами, получается, дополнительная ниточка и крючок. Вот наши 2 детали идут. Мы сейчас будем с вами нырять крючком за петельки и провязывать соединительные петли. Итак, получается, вот мы берем наш шестиугольник 1 и 2, прикладываем их к друг другу. И сейчас я покажу первый способ сшивания крючком именно на деталях, которые одинакового цвета. Мы сейчас будем с вами нырять крючком под дужки косичек, которые идут ближе к нам. То есть не вот это дальнее, а вот эти, которые ближе к нам, на этой детали. И также за петли, которые здесь как бы верхние они идут, не те нижние, а вот именно эти верхние. Итак, мы сейчас с вами, получается, ныряем за первые вот эти дужки, которые ближе к нам, первые петельки, которые у нас на арке, то есть которые ближе сюда к этой грани, ныряем и ныряем за такую же петельку на этом шестиугольнике, то есть только ныряем также сверху, то есть не снизу, а также сверху как бы крючком пронизываем, берем с вами рабочую ниточку и протаскиваем петельку, прям вытягиваем ее сюда на лицо, первую петельку. Держим наши детали. Вот наша петелька первая получилась. И теперь далее также соединительными петельками мы с вами, получается, ныряем крючком сверху под ближнюю косичку. Далее ныряем также крючком под ближнюю косичку на этой детали, также сверху. Хватаем рабочую нить и вытаскиваем ее аккуратно через одну петельку и далее через вторую петельку. И теперь протаскиваю через петлю, которая у нас есть на крючке. Ее можно подтянуть. И далее так идем, ныряем, получается, под вот эти передние дужки косичек, которые ближе к нам, на этой детали, и также передние дужки, которые у нас идут на этой детали, также сверху именно ныряем. То есть крючок должен нырнуть сверху. Хватаем там внутри рабочую нить и вытаскиваем петельку через одну дужку, через другую дужку и далее протаскиваем через петлю, которая у нас на крючке. То есть формируем с вами соединительными петельками наш шов. И так далее. Опять ныряем, получается, под следующую прям сверху под дужку. На этой стороне также ныряем прям сверху под эту одну дужку. Хватаем рабочую нить, вытаскиваем через одну петлю, далее через вторую и далее уже через петлю, которая на крючке. То есть вот таким образом у нас формируется с вами шов. И так далее мы идем. Опять ныряем сверху под
дужку косички на этой детали. Теперь на этой детали также ныряем сверху под эту дужку, то есть которые прям идут вот ближе сюда к столбикам. Здесь хватаем рабочую нить, вытаскиваем ниточку через одну петлю, далее через вторую и теперь через петлю, которая у нас на крючке. И таким образом мы идем дальше. Опять только не забывайте, что мы сверху ныряем крючком на этой детали и сверху на этой детали. Хватаем рабочую нить, вытягиваем ниточку через ту петлю, через эту петлю и через петельку, которая у нас на крючке. Вот такой получается у нас здесь шов. И так далее, получается, мы с вами идем, но главное ныряем крючком сверху и здесь также сверху. Хватаем рабочую нить и вытягиваем, получается, ее через одну петлю, далее через вторую и через петельку, которая у нас на крючке. И вот таким образом у нас получается шов соединения. И так далее, получается, мы с вами идем, переходим на соединение вот этой, которая здесь будет новый, то есть одним же цветом, то есть таким же светлым, будет следующий, получается, шестиугольник. И мы также проходим, ныряя за вот эти ближние к нам дужки косичек. То есть мы переходим на эту сторону, далее на эту сторону, и потом новой ниточкой возвращаемся уже на соединение этой стороны этих многоугольников. То есть уже идете, как вам больше удобно, чтобы меньше начинать новую нить. При отпаривании нашего коврика шов практически не будет выпирать, он будет такой же высоты, как и весь наш коврик. Это вот один из способов. И сейчас я вам покажу второй способ. Этот второй способ также для соединения деталей, которые одного цвета, чтобы этот шов, который будет у нас формироваться за счет соединительных петелек, не выделялся на фоне данных цветов. Итак, теперь мы, получается, сейчас с вами также берем ниточку, только теперь мы будем делать с вами соединительные петельки, ныряя крючком уже не за вот эти, которые были ближе к нам, косички, то есть верхние, а будем нырять уже за нижние, вот эти, которые как бы внутри там идут у нас дужки косичек. То есть, получается, мы также состыковываем наши детали, ныряем за воздушную петельку, которая у нас была, одна из, то есть которая ближе к этой грани, то и здесь мы ныряем за воздушную петельку. То есть вот она у нас одна и вторая, и за нижнюю косичку ныряем крючком, но именно сверху ныряем. Берем с вами рабочую нить и протаскиваем также эту ниточку через одну петельку и через вторую. Поправляем наши детали. Можно подтянуть кончик. И теперь мы с вами продолжаем сшивание, ныряя также за эти дужки косичек, только которые там у нас внутри идут. То есть мы также ныряем сюда сверху, далее сюда, хватаем рабочую нить, протаскиваем через одну петельку, через вторую и через петельку, которая у нас на крючке. И так идем потихонечку, ныряя сюда, ныряя на этой стороне, также вытаскиваем ниточку через одну петлю, через вторую и через петельку на крючке. И так мы идем, пока не сошьем всю нашу сторону. То есть ныряем за дужки косичек, которые внутри, или за дальние, то есть которые будут здесь, получается, ближе к друг другу. То есть если посмотреть, вот эти передние и на этой стороне, а эти как бы внутри здесь уже идут дальние от нас. То есть в этом способе сейчас мы ныряем именно за дальние те петельки, но также сверху крючком, то есть сверху хватаем рабочую нить, вытаскиваем и протаскиваем через петельку на крючке. То есть таким способом у нас будет также ряд из соединительных петель, но при этом еще появятся петельки, которые у нас идут над столбиками. То есть такая более широкая получится полоса в местах, где у нас и будет соединение. Вот. Просто таким способом легко соединять, потому что это идет способ с помощью крючка. То есть достаточно быстрый способ
То есть и также мы, получается, с вами будем сшивать детали, переходя теперь на эту сторону, далее, ну то есть как удобно у вас по ходу движения, чтобы не начинать новую ниточку, а потом возвращаться уже к этой стороне этой детали. И вот такой способ. Но это только на деталях, которые у нас одинакового цвета. Теперь мы переходим к сшиванию деталей третьим способом. Он мне нравится больше всего, и его я применяю даже если детали одинакового цвета. Итак, для этого нам понадобится сейчас с вами иголка с большим ушком. Сразу предупреждаю, что сшивание иголкой не так быстро, как крючком. То есть в любом случае это занимает время. Но тогда шов практически вообще не заметен. И мне кажется, этот способ идеальный, подходит для данного способа вязания ковриков. Итак, сейчас нам понадобится с вами также шнур, который мы с вами сейчас вязали. Только мы его будем сейчас распускать. Для этого необходимо просто его немножко потянуть, и он спокойно распустится и превратится вот в такую ниточку. Вот такой ниточкой мы и будем сейчас с вами сшивать детали. Берем, значит, шнур, вставляем его в иголку с большим ушком. И теперь это наша рабочая нить, которую мы будем сшивать. Не надо делать ниточку очень длинной, так как при сшивании деталей она иногда будет подходить в тупик. И поэтому в любом случае ее надо будет обрезать. Вы попробуйте, когда сейчас сошьете несколько деталей, поймете, какую вам длину именно нужно для ваших сшиваний. Итак, сейчас мы, получается, наши две детали, они разного цвета. Мы переворачиваем их на изнанку. И сейчас все сшивание будет происходить с изнаночной стороны. Так же, как и тех способов, которые я сейчас показывала, мы будем сшивать с вами также состыковывая детали петельками, чтобы нужные петельки были друг над другом. Итак, сейчас у нас сшивание иголкой будет происходить за петельки, которые с изнаночной стороны ближе к нам. И видим, вот получается наши также опять воздушные петельки, только мы смотрим на них с изнаночной стороны. И получается мы также, то есть воздушная к воздушной, получается, идет. И вот так, чтобы петельки также были правильно расположены друг на друга. Ныряем крючком прям под вот эти дужки косичек, под одну и под вторую. Протягиваем нашу ниточку. Кончик этот мы пока никуда не деваем, просто он здесь висит. Мы потом его спрячем также с помощью иголочки. Итак, теперь получается мы переходим к следующим петелькам. Также хватаем одну только дужку косички, то есть которая верхняя здесь, и переходим к следующей петельке на этой детали. За верхней цепляемся, протаскиваем ниточку и просто вот таким способом волной идем от одной петельки к другой. Сейчас не буду сильно затягивать, чтобы вам было наглядно. То есть вот такой мы волной идем, цепляя петельки, то есть только главное та петелька, которая должна быть друг другом, чтобы никуда ничего не смещалось. Сейчас вот я немножко подтяну. И далее идем опять, то есть прям сразу переходим в следующую сюда и в следующую сюда. Главное за одну дужку каждой этих петелек, то есть которые ближе сюда. Ныряем, переходим в следующую также. Зацепились здесь в следующую. Сейчас опять я сделаю чуть-чуть послабее, чтобы было видно. То есть вот такой змейкой мы идем туда-сюда, туда-сюда. Главное совмещать нужные петельки, чтобы были одна над одной. И уже можно, вы подзатягиваете сразу посильней. И так далее мы с вами идем. Переходим к следующей петельке. Переходим на ту сторону. Далее здесь также хватаем, получается, уже петельку, которая у нас воздушная. Здесь также идет у нас воздушная. И утягиваем. То есть с изнанки у нас получается с вами вот такая змейка идет. То есть нить, которая у нас в цвет этой детали, ее вообще незаметно. А здесь такие небольшие полосочки видны. Но с лицевой стороны, когда вы все подзатянете, шва будет практически не видно. Поэтому старайтесь, когда вы будете сшивать деталь,
чтобы косичка смотрела вниз. То есть здесь мы сверху видели с вами только одни дужки. То есть вторая дужка, чтобы уже с торца как бы была. Таким образом, сразу получается шнур распределяется как надо, и шва между деталями уже не видно. И получается таким образом мы с вами идем. То есть вот мы дошли с вами до воздушных петелек. И теперь мы с вами берем следующую, например, деталь, которая нам нужна, да, присоединяем ее сюда и переходим к вязанию уже этой детали. Потом переходим к следующей и идем так, куда более удобно идти ниточкой, чтобы нам не начинать новую. После того, как сошьете здесь, вернетесь сюда и также продолжите сшивание с этой стороны. То есть получается сейчас поправляю косичку, чтобы она уже прям смотрела на торец, чтобы она прям с торца была полностью на этой детали и на этой детали. Мы также это все переворачиваем наизнанку, эту деталь и эту деталь. И теперь получается мы с вами здесь сейчас сшили воздушные петельки, которая у нас была одна здесь, одна здесь. Теперь я ныряю в воздушную петельку, которая была для вот этой грани. То есть сейчас буду нырять и буду переходить сразу к сшиванию именно вот с этой деталью уже, чтобы также здесь хватать петельку, которая была на грани, на вот этой, которой мы сейчас будем сшиваться. То есть я, получается, сейчас ниточкой также ныряю за дужку и ныряю за дужку, которая здесь была у воздушной петельки. Ныряю, подтягиваю и далее, получается, продолжаю наше сшивание. Также перехожу на следующую дужку, перехожу на следующую дужку на этой детали, подтягиваю ниточку и перехожу, получается, теперь следующую петельку здесь и следующую петельку здесь. Также вытягиваю ниточку и все подтягиваю. И такой змейкой продолжаю идти туда-сюда. Главное, чтобы петелька была нужная петелька над нужной петелькой, чтобы никуда ничего не смещалось. И таким образом мы идем, сшивая каждую деталь на нашем коврике. Опять же повторюсь, что идем в ту сторону, куда у нас по ходу движения идет ниточка, чтобы ее лишний раз не начинать заново. То есть вот мы дошли с вами, получается, сейчас опять до воздушной петли. И теперь, по идее, я перехожу вот сюда и иду уже вот на эту часть сшивания. То есть мы здесь, если развернем, то шва даже не видно. А потом, когда вы дойдете уже, ниточка, когда она у вас закончится, можно будет вернуться уже к этой стороне, там, где мне необходимо будет шить деталь одинаковых цветов. Конечно же, я беру ниточку в цвет этих деталей и начинаю сшивание. Также переворачиваю, получается, наизнанку, беру ниточку. И вот получается здесь у нас с вами одна петелька, которая была воздушно, участвует с этой деталью. И также здесь одна петелька участвует с этой деталью. То есть у нас остается по одной петельке здесь и одна петелька здесь. С них мы начинаем наше сшивание. То есть я ныряю иголочкой за эти дужки косичек. Ныряю. Кончик этот пока оставляю здесь. Я его потом просто прячу под ножки столбиков, потому что сразу это не очень удобно. И продолжаем также сшивание змейкой. Переходим наша иголочка от одной детали к другой, ныряя за вот эти дужки косичек. Ныряем, подзатягиваем. Далее переходим, получается, к следующей петельке также и возвращаемся на ту деталь. Потом переходим к следующей, возвращаемся на эту деталь и так далее идем, пока не сошьем каждую деталь такой своеобразной змейкой от одной детали к другой. Также вот я дошла до воздушных петелек и смотрю, куда у меня дальше идет мой коврик, и на ту деталь, то есть получается сюда вот сейчас перехожу и продолжаю сшивание с другой деталью.
Кончики потом мы с вами в конце просто прячем под ножки столбиков, то есть где у нас они остались, так же как мы прятали кончики, которые у нас были при вязании самих деталей. Предлагаю далее сшивать детали уже самостоятельно. Думаю, принцип понятен. И так вы сшиваете все детали, которые у вас есть, располагаете ваши мотивы, ваши шестиугольники в том порядке, как бы вам больше бы хотелось. То есть смотрите по вашему уже вкусу, как вам больше нравится. Итак, я сшила вот уже несколько деталей. Считаю, что такой способ сшивания иголкой, да, достаточно трудоемкий, но при этом он самый идеальный из всех, что я пробовала, потому что соединение действительно практически незаметно. Не забывайте, что после того, как вы сшили все детали, вам необходимо будет отпарить все ваше полотно с лица и с изнанки. Если вдруг при сшивании деталей сами многоугольники будут у вас собираться вот такими пузырями, вы не пугайтесь, потому что, возможно, где-то вы чуть побольше стянули, где-то чуть поменьше стянули. И потом, когда вы будете обрабатывать паром, они обязательно выпрямятся и будут достаточно ровные. Выбирайте свой способ сшивания, какой вам больше подходит. Надеюсь, когда вы сошьете все кусочки, ваш коврик будет идеальным. Ставьте лайки, если видео действительно было для вас полезным. Не забывайте подписываться на мой канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видеоуроки. На этом все и пока-пока.